трехстворчатом зеркале свадебного салона отражалась изящная девушка в белоснежном платье. Шлейф касался пушистого ковра, а струящаяся фата делала Веру невесомой, как лесную фею из доброй сказки. Она стояла, затаив дыхание, боясь пошевелиться. Казалось, одно неосторожное движение, и этот счастливый миг развеется, исчезнет, уступив место скупой реальности. Сердце билось так громко, что, казалось, слышно было всем присутствующим в зале. Как давно она мечтала о подобном дне. Далекой девочкой, одинокой, забытой Богом и людьми, пряталась с книжкой под простыней и представляла, когда-нибудь наступит и ее черед. К ней обязательно придет любовь, появится тот, кто когда-то спасет ее своим теплом и взглядом. Теперь она смотрела на себя в зеркало, примеряя новую судьбу, новую жизнь. На мгновение ей показалось, на этот раз она действительно похожа на героиню из любимого детства, к которой все хорошее обязательно приходит. Консультант, изящная женщина с уверенным голосом и мягкой улыбкой, поправила локон у виска Веры. Присмотрелась, оценивающе кивнула и с нежностью заметила: «Какая вы красивая! Ваш будущий муж будет в восторге. Не сомневайтесь, какая у вас замечательная пара. Вы ведь созданы друг для друга». Вера пыталась поверить этим словам, по привычке усомнилась, но в глубине души так жаждала, чтобы эта незнакомка оказалась права. Девушка медленно крутилась перед зеркалом, чувствовала тонкое кружево под пальцами, ловила свое отражение. Неужели все это правда? Неужели действительно, наконец, есть и ее праздник, ее история с хорошим концом? Она улыбалась, и по инерции эта улыбка становилась все теплее и настоящей. Она надеялась, Алексей тоже будет ею гордиться. А его глаза сегодня загорятся так, будто он увидит сказочную принцессу. Но даже в этот торжественный миг прошлая жизнь не отпускала Веру. Картинки всплывали в памяти, окрашивая настоящую радость легкой грустью и благодарностью за пройденный путь. Иногда ей казалось счастье — слишком хрупкое, опасное чувство. Но, стоя в этом простом салоне, она позволяла себе, наконец, поверить. Она тоже заслужила белое платье, длинный шлейф, удивленные взгляды и свое место в чем-то светлом и красивом. Потоки воспоминаний вернулись так внезапно, что Вера оторопела. Всего полгода назад она и представить не могла, что в ее жизни появится настоящее будущее, не говоря уже о семье и белом платье. В некогда безнадежном детстве, полном одиночества и испытаний, все казалось недостижимым. Маму Вера практически не помнила. Она исчезла сразу после рождения дочери. Оставила ее в роддоме и не забрала, отдав на милость государства. После недолгого пребывания в доме малютки судьба перебросила Веру в детский дом, где дни отличались друг от друга лишь расписанием, а ночи сливались в один нескончаемый поток тоски. Молчаливые стены, чужие люди, безразличные воспитатели, ощущение сиротства вплеталось в каждую клеточку ее детской души. Вера, совсем еще крошка, быстро поняла: просить, плакать и ждать помощи бесполезно. Для взрослых она была одной из сотен похожих мальчишек и девчонок, случайно оказавшихся в одном большом казенном доме. Но и в этом безрадостном существовании появился светлый лучик. Ее подруга Оля стала настоящим спасением.
Такие дружбы не объяснишь словами, не разложишь по полочкам, они просто случаются. Оля была ее ангелом, жизнерадостной, вечной выдумщицей и утешительницей. Вместе они могли мечтать часами, устраивать представления, рассказывать друг другу о будущем, которого не было видно за унылой перспективой казенных будней. Вечером они непременно усаживались рядышком на новомодном широком подоконнике. Далекие уличные фонари пробивались внутрь призрачными желтыми пятнами, на стенах танцевали тени, а за окном шелестел теплый ветер. Они обнимались, делились самыми настоящими мечтами. «Вот вырастем и никуда друг от друга не денемся», — заявляла Оля. «Будем жить вместе, работать, ездить к морю. Лишь бы не бросать друг друга», — с замиранием в голосе шептала Вера. «Давай поклянемся». Они давали друг другу клятву. «Никогда, что бы ни случилось, не бросим друг друга». Оля была особенной. Даже когда близкие родственники захотели забрать Олю в семью, она всеми силами пыталась остаться с Верой. Дружба была важнее сладких подарков и новой одежды. Компетентные взрослые не понимали. Эта девочка может быть спасением для подруги-сиротки, настоящей опорой, мотивацией. Олю все же оставили, и это казалось самым настоящим подарком свыше. Жизнь заворачивала крутые виражи и преподносила испытания. Лето, наполненное смехом, загаром, плеском воды, сулило радость. Речка, опасная, с быстрым течением, была для пансионских детей притягательна, как все запретное. В тот день им удалось улизнуть от строгих воспитателей, чтобы вдвоем сбежать на речку. Плотная тина тянулась ко дну, вода пахла водорослями и илом. Оля, как всегда, уверенно шагала первой, будто ничего не боялась, а Вера пошла за ней, стерегущая каждый шаг. Казалось, что пока Оля рядом, ничего плохого случиться не может. Дети плескались, визжали от восторга, промокшие насквозь. В какой-то момент Вера почувствовала резкий спазм. Ногу свело судорогой, она потеряла контроль, начала захлебываться, много и шумно барахтаться. Оля первой бросилась спасать подругу. Сцепив зубы, выталкивала Веру к берегу, стараясь держать голову над водой. Дно было скользким, сила волны грозила утащить обеих, но Оля не сдавалась. Последнее, что Вера помнила, до потери сознания — испуганные, но твердые голубые глаза Оли, а потом темные ворота водоворота. Когда ее откачивали на берегу взрослые, Вера кричала, пыталась выбраться, но Оля исчезла. Ее тело поисковая группа так и не нашла. Было много плача, истерик, упреков, никаких объяснений, кроме одного — она, Вера, виновата в исчезновении подруги. Этот кошмар прокручивался в памяти снова и снова. Не было сил жить, ни с кем разговаривать, смеяться или учиться. Из-за глубочайшего шока и чувства вины врачи приняли решение – госпитализация в психиатрическую клинику. Там, среди невнятных криков и сонных окон, Вера почти отчаялась. Лежала по вечерам, ощущая на вкус горечь таблеток. Почему она осталась, а Оля нет? Почему ни одна молитва не была услышана? Привычка к одиночеству спасла ей жизнь. Она научилась не плакать при других, не просить, не надеяться. После выписки серые будни в угрюмом общежитии на краю города. Там ей выделили крошечный угол, старую кровать и сломанный шкаф. Окна запотевали так же, как раньше витрины детского дома. Там всегда были исчезающие руки, случайные лица, чужие разговоры за стенкой.
Вера жила на автомате, ела, спала, мельтешила по длинным коридорам, радости не было даже в писканье мышей за плитой. Казалось, что единственная ниточка, связывающая ее с миром, — это воспоминание о боли. Порог отчаяния оказался высоким, но однажды, проснувшись ранним утром, Вера твердо решила — она не станет жертвой, не позволит себе повторить судьбу других детдомовцев, превратившихся в злобных, усталых, сломленных жизнью людей. Она начала искать работу, ходила на собеседование, стеснялась, краснела. В одном из ресторанов на окраине она впервые по-настоящему улыбнулась, стыдливо, но искренне. Ее взяли официанткой. Научиться работать с людьми оказалось намного сложнее, чем таскать грязную посуду. Каждый разговор требовал усилий, улыбки давались с огромным трудом. Тогда в жизни появилась Светлана, другая официантка, старшая, опытная женщина, которой понравилась скромность Веры. Светлана выслушала историю девушки, про затхлый угол, потерю подруги, стеснительную душу. Вместо того, чтобы осудить, Светлана стала тихой опорой, делилась секретами, смешила, помогала справляться с трудностями. «Улыбайся, Вера. Люди ведь не все плохие. Если доверишься жизни хоть чуть-чуть, она обязательно к тебе повернется светлой стороной. Не забывай, каждый день как новый шанс. Начни с малого. Сделай уютно в комнате. Заведи себе любимый уголок». Под руководством Светланы комнатка Веры преобразилась. Появились новые яркие занавески, старый ковер сменил симпатичный плед, на подоконнике появились цветы в горшках. Понемногу Вера начала открываться клиентам ресторана, разговаривать с коллегами. И вдруг обнаружила, когда перестаешь видеть в каждом врага, и мир откликается теплее. Постепенно она сама становилась другой. Чуть увереннее, чуть теплее, чуть веселее. Работа и быт захватывали все ее внимание, но перемены пришли внезапно, простым, обычным вечером. В тот день заведение было заполнено, повсюду суетились гости, горели свечи на столах. Вере досталась дальняя часть зала. За одним из столиков сидел молодой мужчина, не пытавшийся произвести впечатление, но притягательный в своей сдержанности. Когда она подавала ему кофе, он задержал взгляд и спросил: «Можно узнать, как вас зовут?» «Вера», — растерянно улыбнулась девушка. «Красивое имя. А я Алексей». В тот раз вечер закончился неожиданно. Алексей дождался ее у служебного выхода, предложил сходить в кино. Было что-то в нем, правильно сбалансированное. Ни наглости, ни назойливости, просто ласковый взгляд и легкое прикосновение к руке. Дальше были долгие прогулки после работы, редкие звонки, неспешные разговоры. Все шло своим чередом, не торопясь. Алексей оказался человеком с глубоким внутренним миром, всегда старался оберегать Веру, поддерживать ее, не навязывал своих чувств, а скорее ждал, когда девушка откроется сама. Она училась разговаривать с ним, делиться тем, что не рассказывала даже Оле, все больше доверяла. Постепенно внутренняя скованность уходила, а рядом росло противостояние. Сможет ли бывшая детдомовка построить человеческое счастье? Первую встречу с родителями Алексея Вера ждала с дрожью. Она из тех, кому не о чем рассказывать, ни теплых семейных историй, ни традиций, ни воспоминаний из детства. Алексеевы папа и мама оказались настоящей находкой судьбы. Скромный домик в спальном районе, садик с вишнями, разговоры о простых вещах. Татьяна Васильевна, оглядев ее, кивнула по-хозяйски. «Ты не гордая, а это главное.
Хозяйственная, любишь порядок. И торт у тебя вкусный. Вижу, что дом у тебя будет полный». Толик, отец Алексея, обсуждал за самоваром, что в семье все должны помогать друг другу, а главное, мужчина должен приносить деньги, женщина — хранить тепло. Простые, понятные правила. Впервые Вера почувствовала, ее кто-то принимает просто так, без необходимости что-то доказывать. С Алексеем все шло по кругу. Работа, встречи, совместные покупки, прогулки в парке. Вера становилась все увереннее домохозяйкой, все уютнее на душе. Однажды Алексей, аккуратно смешивая салат, предложил ей выйти замуж. Не было пафоса, просто крепкие руки, усталый взгляд и 4 слова, после которых все изменилось. Вера плакала, не могла поверить. Счастье пришло тихо, без фанфар. Сам день свадьбы был не помпезным, а очень домашним. Всего несколько гостей, родители, друзья, пара родственников. Но Вера чувствовала себя самой счастливой в мире женщиной. Уверенность, что никто и никогда не отнимет у нее этого мужчины, крепко держала ее на ногах. Выходя из ЗАГСа с кольцом на пальце, она вдруг услышала, как по стеклу машины кто-то стучит. Обернулась и увидела. Рядом стояла девочка лет 7, худенькая, с пучком ромашек в руках. Но главное, у нее были косички, тонко и ловко переплетенные, будто точная копия Олиных когда-то. Девочка робко сказала: «Купите ромашки, пожалуйста. Мама болеет, ей нужна операция». Вера тронулась до слез. Она сразу вспомнила Олю, ту любимую светлую девочку, с которой когда-то дала клятву на подоконнике. Не раздумывая, купила у малышки все цветы. Познакомились. «Как тебя зовут?» «Аня». История Ани была слишком знакома Вере. Мама больна, денег не хватает, никто помочь не может. Вера почувствовала что-то большее, чем просто жалость. Она пообещала ребенку в ближайшие дни прийти познакомиться с ее мамой. Алексей заметил перемену в ее настроении на обратном пути. «Почему ты так переживаешь из-за этой девочки?» «Потом расскажу». В назначенный день Вера отправилась к дому Ани. На пороге ее встретила пожилая соседка, немного суровая, но неприязни не было. Соседка повела Веру в маленькую комнатку, где совместно жила Аня со своей мамой. Девочка сидела на кровати, тихо играла с тряпичной куклой, когда Вера вошла. Было ощущение, что встретились 2 части давно оборвавшегося пута судьбы. Мама Ани, женщина бледная, любящая, лежала в больнице с тяжелым онкологическим диагнозом. Одна, без родственников, нуждающаяся в уходе, но у сестер милосердия времени на нее не хватало. Аня после школы ночевала у соседки, та следила за ней насколько могла. Вера отправилась в больницу, желая увидеть женщину, с которой уловила особую связь. Но поздно. Оля, так оказалось, звали маму девочки, умерла утром того дня. Вера отписалась, попросила у медиков разрешения попрощаться, но ошибочно привели к другому телу. И Вера испытала странную смесь облегчения и вины. Опять опоздала. Врачи нашли в вещах Оли маленькую записку, которую передали Вере. Содержание было простым, даже детским. «Аня, я всегда с тобой. Учись, расти доброй, не бойся будущего, улыбайся миру». У Веры в этот момент тревожно ёкнуло сердце. События возвращались тревожными тенями, словно жизнь испытывала ее на прочность. Решимость взять ответственность за судьбу Ани пришла мгновенно. Она упросила соседку дать разрешение заняться похоронами матери девочки и твердо решила: ребенок не должен попасть в детский дом. Вечером за чаем Вера откровенно рассказала Алексею и про свою боль, и про желание помочь Ане.
Алексей крепко взял ее за руку. «Я поддержу тебя. Поможем девочке, раз сможем. Будет сложно. Справимся». Они вдвоем организовали похороны без лишней помпы, по-скромному, но достойно. Во время церемонии Аня долго стояла у маминого гроба, иногда зарываясь лицом в Верин бок, дрожа мелкой дрожью. Веру пронзила. Очередная маленькая сирота, теперь и от нее зависит, что будет дальше. Она нагнулась, обняла малышку, пообещала. Теперь она не одна. Первые недели Аня жила настороженно, боялась громких голосов, не верила в обещания, долго не выпускала из рук мамину записку. Она попросила Веру не отдавать деньги, собранные на операцию, без дела, и когда дала их на похороны, долго смотрела, как Вера аккуратно приклеивает часть купюр в альбом и подписывает «В память о маме». Постепенно девочка привыкала к новым людям, новым обязанностям. Она взяла с собой любимую игрушку, кота Ваську и собаку Альфу. Вера и Алексей обустроили для нее комнатку с книжками, настольной лампой, мягким креслом. Каждый вечер садились всей семьей за стол. Ужинали, разговаривали о прошедшем дне, делились маленькими радостями. Сначала это казалось Ане чем-то невозможным и немного даже страшным, но вскоре дом стал для нее тихой пристанью. Особое место заняла кошка. Животное нередко согревало девочку по ночам, успокаивало мурлыканьем. С оформлением опекунства Вера возилась долго. Социальные службы не спешили, проверяли дом, знакомились с соседями, обсуждали перспективы. Алексей, пользуясь своими знакомствами, ускорял процесс. Особенно трогательно было, когда соседка Ани, подписывая документы, сказала: «Если бы у меня были силы и здоровье, оставила бы девочку. Но знаю, что с вами ей будет лучше». В течение нескольких месяцев Аня все еще называла Веру «тетя Вера». Потом впервые обратилась мама. Все взрослые плакали. Родители Алексея приняли девочку как внучку, одарили игрушками и вручную связали ей шапочку. Теплая атмосфера позволялась Ане раскрыться, привыкнуть, прийти в себя. Вера, наблюдая за ней, вспоминала свое детство и заново училась дарить тепло, не ждать подвоха, защищать свою семью. Вскоре в жизни Веры снова возникла тень прошлого. Девочку насторожили косички Ани, слишком похожие на те, что любила плести Оля из детства. Во сне к Вере пришла Оля и сказала: «Аня знает, где меня искать». Это не давало покоя. Сомнения терзали Веру. Вдруг Оля не погибла, ее просто никто не разыскивал. Может быть, ее где-то ждет помощь. Вера решила: нужно использовать все возможности и попытаться найти след подруги. Супруг подключил знакомых в полиции, и вскоре удалось выяснить: в одной из отдаленных колоний есть осужденная Ольга Баранова, удивительно похожая по возрасту и описанию на Олю. Девушке предъявили обвинение в крупной краже. Вера запуталась. Неужели это действительно ее подруга? С помощью Алексея и его знакомых она получила разрешение на свидание. Стены колонии встретили их тревожной стерильностью и запахом хлорки. Когда навстречу вывели Ольгу, Вера едва ее узнала. Осунувшееся лицо, усталые глаза, но это была она. Их встреча была слезливой, пронзительной. Оля рассказала, как ее спас после несчастного случая пожилой рыбак Иван Григорьевич с женой Людмилой. Они приютили ее на своей даче, помогли оклематься, оформили документы. После учебы девушка перебралась в город, устроилась продавщицей, но закончила все плохо. Хозяин магазина, Рашид, начал ее домогаться, а после недостачи подбросил пакет с деньгами в ее сумку. Суд был формальным.
Никого не интересовала правда. Так Оля попала за решетку на долгие 7 лет. Вера, едва сдерживая слезы, поклялась. Она не отдаст подругу в руки судьбы, будет бороться за справедливость. Алексей пообещал подключить лучших адвокатов. Долгие месяцы понадобились Вере, Алексею и настоящему другу семьи, опытному юристу Нечаеву. Они пересмотрели дело, нашли контакты уборщицы, которая помнила подробности той ночи. Именно она видела, как Рашид подкладывал в сумку Оли сверток с деньгами. Новые факты вскрывались медленно, но уверенно перетягивали дело в пользу подруги. Оля все это время получала длинные письма от Веры. Те стали поддержкой для нее в самые мрачные моменты. Наконец, повторный судебный процесс завершился оправданием Оли и освобождением из заключения досрочно. Вернувшись в город, Оля ощутила, здесь для нее приготовили новый дом, работу менеджера в фирме Алексея, небольшую оборудованную квартиру в тихом районе. Сначала Оля боялась верить в свое счастье, жила в полудреме. Но судьба принесла новый повод для радости. На работе она познакомилась с Костей, застенчивым программистом, готовым помочь по любому поводу. Они сначала просто дружили, вместе делали ремонт, болтали по вечерам, смеялись. Но на дне рождения Алексея Костя, немного выпив, признался Оле в любви. Смущенная, Оля рассказала ему о своем прошлом, своих страхах, о невозможности, возможно, иметь детей. Костя крепко взял ее за руки и пообещал: «Я люблю тебя, любой, хочу быть с тобой». Они поженились без долгих приготовлений. Счастья хватало и без свадебного пышества. Через пару месяцев Оля узнала о своей беременности. Мир закружился для обоих, наполненный радостью и светом. А у Веры тоже произошли перемены. Она ждала ребенка почти одновременно с Олей. Алексей заметил это первым, а вскоре и Ане рассказали добрую новость. Та, уже по-настоящему домашняя, не просила, а сама предложила устроить детскую, готовить кашки и быть самой лучшей старшей сестрой. Старенькие Иван Григорьевич и Людмила, услышав о произошедшем, приехали в город, чтобы поддержать Олю и ее новую семью. Они всегда будут рядом, ведь Оля стала их приемной дочерью. Рашид, некогда самодовольный хозяин магазина, был уволен после скандала, лишился бизнеса и опустился на социальное дно. Его имя исчезло из людских историй, его никто не жалел. Так получилось, что под одной крышей собрались люди, которых поломала жизнь, и те, кто протянул руку помощи. Вера, Алексей, Аня, Оля, Костя и их еще нерожденные дети, Васька, Альфа, родители Алексея, Иван Григорьевич с женой и даже Светлана из ресторана. Все они стали частью огромной крепкой семьи. Полгода спустя дом наполнился смехом, запахами домашней выпечки, шумом долгих разговоров и детским треском игрушек. Теперь каждая из героинь знала: семья — это не только кровь и воспоминания о прошлых обидах. Семья — это взаимная поддержка и готовность принимать слабости друг друга, умение прощать, строить будущее на руинах старого и не сдаваться перед бедой. Прошлое больше никогда не определяло их день. Оно стало основой силы, кредом. Мы вместе, и никто не забыт. У Веры на руках тихо спал ее маленький сын, а рядом, в соседней комнате, колыбель с дочкой Оли мягко покачивалась под колыбельную Ивана Григорьевича. Аня, перебирая любимые косички, теперь прошептала Вере: «Я тут дома». И вся квартира осветилась легкостью, покоем и ощущением, что в этот раз сказку удалось прожить до конца, а впереди еще столько хороших и необыкновенно настоящих дней.
А если хотите узнать, что стало с женщиной, которая в один миг потеряла своих детей, а через 10 лет узнала ужасную правду, то переходите по ссылке и смотрите видео ниже.